Всем здравствуйте! Приветствую моих гостей, моих подписчиков канала. Кто со мной не знаком, меня зовут Алла. И сегодня давайте посмотрим тему, какая женщина хочет с вами увидеться. Как всегда, будет два варианта, поэтому загадайте цифру 1 или 2 и выбирайте свой вариант. А я напоминаю, что кто у меня впервые на канале, подписываемся, ставим лайки этому видео. И давайте посмотрим, какая же женщина хочет с вами встречи. Кто она? Так, ну вот у меня уже выпали карты. Ну ладно, не буду их брать. Так, какая женщина хочет с вами встречи? Ой, зачем я перевернула? Так, и второй. Вот это первый вариант, и вот это второй вариант. Так, ну что, поехали. Единички. Девятка мечей. Ну, по этой карте здесь единички, те, кто выбрал интуитивно эту карту, подойдет только тем, кто сейчас в ссоре. То есть между вами сейчас или какое-то очень острое недопонимание, или какая-то острая фаза ссоры. Здесь женщина могла что-то вам такое наговорить, наболтать, вот прям какие-то очень неприятные, болезненные вещи, о которых она сейчас сожалеет. Сейчас женщина может быть прям как видите на картинке карты здесь про то, что женщина вот держится за голову руками, то есть у нее зеленое лицо, то есть ей плохо, она вся в каком-то таком негативном, взбудораженном состоянии, и это о том, что человеку здесь невероятно эмоционально плохо. Поэтому единички подойдут только тем, кто сейчас находится в ссоре, вот прям в эпицентре каких-то неприятных выяснений друг с другом. Так, что это за женщина? Ну, вы здесь нормально так знакомы, это явно не новые отношения. Так, перевернутая верховная жрица. А почему так? Что тут вообще между вами происходит? Ну, вы, видимо, здесь сейчас, знаете, как строчите друг другу смс-ки с каким-то неприятным подтекстом. Женщина здесь сейчас может вам писать какие-то гадости, писать какие-то обвинения, какие-то претензии. И самое интересное, знаете, что вот с нее льется, вот прям как из ведра помои, но при этом она понимает, что она не права. Ну вот как хотите, так и понимаете. Здесь такое ощущение, знаете, что вот у женщины прям накопилась куча всего, и она прям вот, ну, не может. То есть она понимает, что она не права, она понимает, что она рубит сук, на котором сидит, она понимает, что она эти отношения уничтожает. Но здесь говорит не разум, здесь говорят эмоции, причем эмоции очень негативные. Поэтому здесь про то, что она понимает, что да, вы можете в принципе больше не захотеть с ней вообще отношений, но человек при этом вот его прям несет. Знаете, вот есть такое выражение, человека несет. Вот его несет так, что просто вот не хватает рациональности, не хватает, скажем, мудрости вовремя остановиться и сказать себе стоп. Ты сейчас творишь уже очень плохие дела. Вот, ну не может она остановиться. А что вообще у тебя на сердце? Почему ты так себя ведешь? Что тут такое произошло? Слушайте, единички, что я могу вам сказать? Все люди разные, у каждого, как говорится, своя колокольня. Это абсолютно нормально, когда один человек, знаете, как вот пример, стоит перед вами, не знаю, там арбуз. Один человек скажет, что это арбуз, второй человек скажет, что это муляж, третий человек скажет, что это, не знаю, там какой-то там этот мяч для футбола. То есть, понимаете, как бы вот люди на одну и ту же вещь могут говорить совершенно разное. Это как есть хорошая поговорка, когда люди, вот, например, взять слона, и один человек смотрит на слона со стороны хвоста, второй человек смотрит там на уровне его
ухо, например, третий там где-то сбоку стоит и видит только вот какую-то свою маленькую картинку. Но никто из них не видит слона в целом. Вот здесь вот первый вариант вот точно про слона. Это 1000000% ваша ситуация. Вот если вы именно интуитивно выбрали и с вами резонирует эта информация. Здесь про то, что женщина, например, смотрит в хвост этому слону и думает, что вот правда только то, что вот есть хвост. Вы, например, там можете стоять где-то перед слоном и смотреть на него, и вам кажется, что вот слон это вот то, что вы видите впереди себя, это глаза и хобот. А она думает, что вот слон это задница и хвост. Но никто из вас не видит настоящего слона, как говорится, сверху. То есть можно увидеть ситуацию только тогда, когда вы всеобъемлюще смотрите, вот как с дрона сверху, да, вы видите как бы вот предмет в целом. Поэтому здесь про то, что вы тут деретесь как-то, вы тут конкретно деретесь над какой-то ситуацией. Расклад общий, поэтому у каждого из вас это может быть какая-то своя сфера. У кого-то это измены, у кого-то это финансы, у кого-то это ваши бывшие, у кого-то это дети, у кого-то это ваше мировоззрение и так далее. То есть суть в том, что здесь каждый из вас почему-то вот считает, что только ваша правда верна, а другого человека не верна. И вы здесь вот прям, вот знаете, как на мечах деретесь. Женщина здесь прям вот, не знаю, как говорится, со слюнями изо рта, вот прям у нее там все брызжет, и она вам пытается доказать свою правду. Здесь была какая-то ситуация, в которой женщина считает, что вы очень как-то неправильно себя повели. Вы как-то или очень мягко повели, или, ну вот, например, там, может быть, не надо было кому-то занимать денег, вы заняли, и она это восприняла как, вот, не знаю, там, нарушение границ в семье, потому что вы там оторвали кусок денег, отдали кому-то, хотя это нужно было, там, не знаю, на что-то другое в вашей семье. Если это ваша просто женщина, не жена, может быть, вы там оторвали кусок времени от ваших отношений, отдали в работу, либо друзьям, либо там оторвали кусок денег, который она вас просила, а вы отдали там друзьям, например, либо еще куда-то направили. То есть тут вот первый вариант про то, что вот она бы хотела с вами поговорить о том, что ты не прав. То есть ты реально не прав, ты портишь наши отношения, хотя на самом деле она точно так же портит здесь отношения тем, что она, знаете, как ядом. Вот прям ядом заражает сейчас вас и ваши отношения. Так, а чувства у тебя вообще есть? Ну, сейчас у вас очень испортились отношения. А были вообще чувства у тебя? Да, здесь у женщины серьезное намерение. У большинства это будет ваша жена, либо гражданская, либо официальная, либо гостевая. Но здесь человек, у которого, ну, с которым вы ведете совместный быт или вели когда-то, здесь суть в том, что да, женщина здесь очень серьезно вас рассматривала, но я бы хотела сказать, что эти отношения, они не из сердца, они из головы. То есть человек здесь за вас выходил замуж или входил в эти отношения, потому что, ну вот как бы вы какая-то классная кандидатура на роль мужа. Это про то, что, знаете, вот есть люди, которые ищут партнера там для секса, для любви, для чувств, но почему-то вот жить с этим человеком вместе они не могут, потому что хочется просто романтики, никакой ответственности на стороне, да, а в семье тоже все-таки ответственность, и там романтика пропадет через полгода максимум. Поэтому здесь женщина вас выбирала головой, потому что вы действительно человек очень подходящий для нее вот с точки зрения семьи. Но опять же таки, ваше мировоззрение, оно здесь очень сильно не совпадает. И вот на этом фоне сейчас между вами прям реально война. Поэтому она бы хотела поговорить о том, что она права, а вы не правы. И она бы хотела поговорить о каких-то ваших ментальных установках, о каких-то ваших взглядах на жизнь. Она бы хотела вас переубедить в том, что вот то, что между вами происходит, это неправильно, вы ее не слышите, и она бы хотела это все подать вам совершенно вот как по другим каким-то градусам и переубедить вас. Если вы здесь не переубедитесь, то тут женщина прям вот готова уходить даже от вас. Хотя мне карты говорят, что вы сами можете уйти, потому что она реально вас уже достала. Так, второй вариант. Тут еще похлеще. Десятка мечей.
Так, десяточка мечей. А что же это так все плохо? Что тут происходит? Так, тут вообще все запутано. Вы тут, видимо, очень давно не виделись. Значит, ребят, второй вариант здесь подойдет любовникам, либо подойдет тем людям, которые любят друг друга, но которые оба заняты. Ну, то есть такой любовный четырехугольник, когда женщина замужем и мужчина здесь женат. Так, здесь такое ощущение, что уже все надежды как бы пропали. Вы уже здесь оба понимаете, что тут ничего не светит. Оба вы здесь страдали на этом фоне. Да, женщина могла здесь это не показывать, но поверьте, здесь у большинства отыграется, что женщина к вам испытывала очень большие, очень глубокие чувства. Но здесь возможно такое, что вы могли говорить, что я не разведусь, или там я не могу тебе дать того, чего ты хочешь. Здесь речь о том, что... Или вы могли сказать, например, что я не хочу разбивать твою семью. В общем, здесь как-то такие, как это называется, реверансы, знаете, как это господи, в танцах. Типа вот каждый делает реверанс друг другу перед вступлением в танец. И вот здесь какие-то такие партнеры, знаете, типа я не хочу тебе портить жизнь, а он такой, а я не хочу тебе портить жизнь. Ну вот как бы давай тогда с тобой расставаться, или давай с тобой общаться как друзья, потому что будущего нет. И здесь вдвоем в каких-то трагедиях, вдвоем тут в каких-то прям страдашках. Женщина здесь понимает, что она вас любит, но быть с вами не может. Знаете, мне второй вариант похож на какую-то, как это, помните, просто Мария была. Люблю, но не могу быть с тобой. Вот здесь вот такая же история. Так, а насколько вы действительно смогли бы быть вместе, вот если бы вы развелись? Ребят, знаете, в чем парадокс? Парадокс здесь в том, что женщина здесь садомазохистка. Здесь речь о том, что на самом деле, если бы вы оба были готовы к этим отношениям, вот именно с точки зрения перспектив, здесь на самом деле можно было бы выходить из тех отношений, в которых вы сейчас либо оба, либо кто-то один находится, потому что здесь есть чувства и у вас, и у нее, но почему-то женщина здесь не выбирает никакие конкретные действия. Женщина здесь просто про то, чтобы пострадать, почувствовать себя жертвой, пожаловаться, что вот как мир устроен несправедливо, почему там, например, вашей жене досталось все, а она вот, бедолага, страдает. Женщина здесь не настроена на конструктив. Женщина здесь почему-то, знаете, как заранее уже смирилась с поражением, и она даже не рассматривает вариант, что тут может быть вообще какой-то хороший финал, хэппи-энд. Она вообще это не рассматривает. У меня такое ощущение, знаете, что женщина, в принципе, к жизни так относится. Здесь человек такой неудачник, человек, который сразу опускает руки, начинает жаловаться, говорит, что жизнь несправедлива, что вот у кого-то все хорошо, а у нее всегда все плохо, вот в таком формате. Здесь женщина может считать, что она вам не нужна, что вы не рискнете ни на что ради нее, хотя, повторюсь, здесь может быть совершенно другая ситуация. Здесь человек просто мрачно как-то видит свою жизнь, перспективы, вас, ваши отношения и так далее. Здесь человек именно такой садомазохист. Здесь человек, который, знаете, у него может быть невроз у этой женщины, то есть она не может объективно смотреть на жизнь, она всегда во всем видит какие-то подвохи, какие-то драмы, какие-то страдания, какие-то разочарования. Поэтому о чем бы она хотела поговорить? Она бы хотела поговорить о том, что она вас любит, но, ребят, тут есть подвох. Любить-то она вас любит, но тут такое ощущение, знаете, что вот если бы вы ей предложили счастливые отношения, она бы в них не смогла находиться. То есть здесь прикол в том, что вот пока она страдает, она вас любит. А вот если бы действительно вот вы бы начали быть вместе, тут 99% из 100, что она бы не смогла находиться в счастливых отношениях. Здесь человек, у которого нет опыта счастливых отношений. Поэтому да, она бы хотела поговорить о своей любви, но здесь больше какая-то драма. И у меня ощущение, что ей нравится в этой драме находиться. Понимаете, ведь есть сознание,
есть подсознание. Так вот, сознательно она может вам говорить все, что угодно. Но бессознательно, вот если ей дать счастливые отношения с вами, она бы их не выдержала. Она бы сама бы потом начала искать какие-то причины, почему от вас уйти. Потому что здесь человек, у которого отсутствует навык счастливых отношений. Поэтому да, поговорить хотела бы о любви, о том, что вот все плохо, все фатально, все как-то драматично, что вот как бы ты ничего не делаешь, ты никак не определяешься, вот все в жизни как-то не сложилось. А по факту, если тут разобраться, то она сама ни на что не готова, потому что здесь человек настроен только на сплошные страдания и разочарования. То есть тут человек, у которого невроз. Люди с неврозом, они в принципе не способны, пока они не вылечатся от него, пока не пройдут много сессий со специалистом, они не способны на нормальные полноценные отношения. Они будут вас обвинять в том, что это вы виноваты, это вы ее делаете несчастной. Ну, это не важно, пол, это и мужчины такие, женщины такие. Болезнь, скажем, невроз, она очень сильно распространена. И на самом деле, сколько я знаю на личных раскладах клиентов, очень многих людей как раз вот проблема именно из-за невроза, а не потому, что они друг друга не любят. Вот таким, двоечки, получился расклад. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Просьба не звонить, только писать в WhatsApp или в Telegram. На этом всем хорошего вечера и всем пока.